В Моргане борются божественная и смертная сущность, и она связала свои крылья цепями, чтобы жить как человек. Свою боль и горечь она вымещает на бессердечных и подлых. Она презирает законы и традиции Демасии, которые кажутся ей несправедливыми, и борется за неугодную многими правду, создавая магические щиты и цепи из темного пламени. Сама Моргана держится в тени, но свято верит в то, что даже изгнанные и отверженные достойны заслужить прощения. Приветствую всех! Я решил, что сделаю обзор на своего самого любимого персонажа из лиги, на Моргану. Если вы хотите услышать обзор на своего любимого чемпиона, напишите об этом в комментариях. Пассивный навык Морганы – вытягивание души. При нанесении урона умениями, чемпионам или большим монстрам, таким как тачанки, драконы, лесные монстры, Геральт бездны, Нашор или личинки бездны, Моргана восстанавливает свое здоровье. Первый навык Морганы – темные узы, или как его в простонародье называют – бесконечный стан. Моргана выпускает направленный снаряд, который обездвиживает первую цель. На то время, что можно родить и воспитать сына, посадить и вырастить дерево и построить дом. Второй навык – измученная тень. Моргана ставит поле, наносящее урон дважды в секунду. Перезаряжается за каждый тип действия пассивного навыка. Тот самый навык, который делает из Морганы самого быстрого лесника. Третий навык – черный щит. Моргана накладывает на себя или союзника магический щит, защищающий от контроля и магического урона. Просто и лаконично. Четвертый навык Морганы – оковы души. Этот навык является влажной мечтой любой команды. Моргана поднимается в воздух, ускоряется, одновременно замедляет противника. Наносит начальный урон при активации, через пару секунд задержки обездвиживает всех противников в зоне поражения и наносит урон второй раз. Мое мнение о Моргане: она является максимально универсальным бойцом. Она может быть чем захотите. Те, кто хоть раз играл против нее, знают, что ее можно и любить, и ненавидеть одновременно. Я считаю, что она самый гибкий и универсальный персонаж. Волею судьбы или случая Моргана и ее сестра родились в опасные времена. Турим и Валаран раздирали рунические войны, грозившие вот-вот поглотить даже вершины Таргона. А родители Морганы, Михира и Келам, слышали предание о том, что Великая Гора может даровать божественную силу, и решили совершить опасное восхождение ради спасения своего народа. Даже узнав, что Михира беременна, они не повернули назад. Наконец, там, где Рунтера почти касается звезд, небесные создания сочли Михиру достойной того, чтобы воплотить сущность правосудия. Илам изумленно наблюдал за тем, как она получает божественную силу. Супруги обрели на горе Таргон не только надежду на спасение своего народа. Они вернулись обратно с девочками-двойняшками, которых назвали Моргана и Кейл. Вскоре небесная сущность начала вытеснять человеческую личность и привязанность Михиры. Она часто оставляла дочерей на попечение отца, а сама бросалась в очередную битву. Много месяцев Келама терзали сомнения. Война на много фронтов продолжалась, а его возлюбленная жена все больше отдалялась от него. Не опасаясь за дочерей, он дождался очередной отлучки Михиры и покинул Таргон вместе с девочками. Земля, на которой они поселились, тогда была безымянной, но позже стала называться Демасией и превратилась в укрытие от магии и прибежище для гонимых. Двойняшки росли. Они были разными, как день и ночь. Кейл изучала формировавшийся свод законов поселения, в котором они жили. А темноволосую Моргану больше волновало недоверие к новоприбывшим. Зная, каково быть изгнанницей, она блуждала по окрестной глуши, разговаривая с магами-отступниками, а также со всеми, кого прогнали лишь потому, что сочли опасными. Возвращаясь домой, Моргана почувствовала, как отец мучается из-за того, что покинул Михиру. Со временем она начала винить мать в его страданиях. Моргана подозревала, что им с сестрой могло передаться немного силы сущности. Эти опасения подтвердились, когда с неба упал огромный меч, окутанный тьмой и звездным светом. Вонзившись в землю, он раскололся надвое, а за плечами девушек раскрылись крылья. Видя, как его дочери берут по половине оружия, их отец заплакал и отвернулся, когда Моргана попыталась его успокоить. Кейл с готовностью посвятила себя новому призванию и основала Орден Вершителей, следивших за соблюдением закона. Моргана же отрицала свой дар до той ночи, когда на поселок напали. В бою Келама окружили, и тогда Моргана ринулась ему на выручку, сжигая нападавших дотла. Вместе сестры спасли множество людей, и из-за этого их провозгласили защитницами Демасии. Однако Кейл стала исполнять свой долг чересчур рьяно, и Моргана все чаще приходилось
вставать на защиту тех, кто был готов искупить свои поступки. Сестры и их смертные последователи заключили договор, но соблюдался он с трудом и совсем недолго. Самый ревностный ученик Кейл по имени Ронас решил заключить Моргану под стражу. Защищая своих последователей, преступников, которые раскаялись, Моргана сковала Ронаса цепями из черного пламени и не отпускала, пока он не упал замертво. Кейл поклялась наказать убийцу Ронаса по справедливости. Небо озарило божественное пламя. Это Моргана и ее сестра сошлись в воздушном поединке. Они подняли клинки, обрушивая друг на друга и лежавший внизу поселок потоки чистой энергии. Одна слепящего света, другая жгучего мрака. И вот уже стало ясно, кто из них победит. Но Моргана вдруг прекратила сопротивление, услышав полный боли голос отца. Смертельно раненый Келам лежал внизу среди развалин. Моргана взрыдала от горя, швырнула Кейл свою половинку материнского меча, а сама комета устремилась вниз. Она обняла отца, проклиная свое наследие, которое винило во всех учиненных разрушениях. Кейл молча приземлилась рядом. Моргана спросила, входит ли Келам в число порочных смертных, которых та собиралась карать. Может быть, его преступление заключается в том, что он разлучил их с матерью? Кейл ничего не ответила и взмыла в небо, ни разу не оглянувшись. Крылья теперь постоянно напоминали Моргане о пережитом горе. Она пыталась их обрубить, но любой клинок о них ломался. Тогда она опутала их железными цепями и отправилась скитаться по миру смертных. И века, и история Морганы превратилась в миф, а ее имя почти позабылось. Демосийцы по сей день чтут крылатую защитницу, но помнят лишь о славе справедливости одной сестры. В то время как темные порывы Морганы и ее вера в личные преступления прородились в культ скорбной госпожи. Однако Моргана не покинула тех, кто в ней нуждается. Узнав предательство и разочарование, она остается в тени, ждет того дня, когда на Рунтеру вернется свет Кейл, и тогда судившая других сама предстанет перед судом. Магия набирает силу. Моргана чувствует, что этот день уже близко.